Здравствуйте, я Юля Сайфан, художница. Сегодня я пишу вторую работу из этих 4. Верхняя справа. Ссылку на фотореференс я оставляю под этим видео в описании. Также находится ссылка на другое мое видео, где подробно я рассказываю о цветовой гамме в этих работах. Я стараюсь в каждой своей работе делать предварительный черно-белый эскиз, потому что это предотвращает дальнейшую головную боль. Если зашел в тупик и исправляешь уже в листе, это значит, что эскиз был сделан плохо, не продуманно. Распределяю по пятнам. У меня есть среднее, тот фон, который я закрасила. Сейчас у меня темные пятна. Это крона наверху и справа стена. Слева средним тоном стена, и будет еще в глубине светлое пятно. Горизонтальные линии верхней плоскости ступеней. Также передний план будет светлой частью в этой композиции. Но справа есть немного мешанина с растениями. Это уже по ходу я добавлю какие-то детали светлые на передний план. Что касается цвета в этой работе, находится в моем предыдущем видео. Когда снимала это видео, не подумала, что палитру лучше ложить с правой стороны, потому что я лезу все время в палитру с левой стороны, перекрываю экран. Извините, не подумала. У меня пейзаж с вазы с предыдущего видео. Сейчас я намечаю ступени. Я намечаю ступени, их вертикальную часть, которая спрятана от света. Намечаю падающую тень от стены. Далее, как обычно, прохожусь в первую очередь по всем темным сторонам работы. Самое плотное, что у меня есть, я беру свою жженую умбру, шлепаю ей везде, где у меня самые темные места. Эта композиция построена на горизонталях и вертикалях. Позже появятся прекрасные оранжевые цветы, позже будет свисать дерево сверху с листьями. Сейчас мне нужно понять, какой формы будет мое пятно. На предварительном эскизе я примерно все представила, но сейчас я уточняю то, что было взято более крупными массами в черно-белом эскизе. Сейчас для меня обретает более четкую форму. Средние по тону пятна в моей композиции — это зеленый, такой теплый цвет. Глубины из тени на передний план выходят несколько листьев. Крону деревьев объединяю карандашом, он был недостаточно плотный, этот кусок. Увеличиваю контраст между стеной справа и глубиной внутри. На этом этапе работа уже состоялась по пятнам, поэтому я перехожу к украшениям, вот этому оранжевым цветам, которые цветут вдоль лестницы на переднем плане. Конечно же, это самое сладкое, что есть в работе — украшать цветочки. Я это очень люблю делать.
если бы можно было от всего, что я объяснила раньше, отказаться заниматься исключительно цветочками, я бы, наверное, так и делала. Ну а если говорить серьезно, без знаний композиции, без знаний рисунка в живописи тяжело продвигаться. В глубине окно, может быть, в нем сидит любопытная кошка и смотрит на всех, кто проходит мимо по этой лестнице. Красивые оранжевые листочки сверху, снизу, как я вам и обещала. Мелком восковой пастели прохожусь по цветам, там где светлые части, какие-то блики на окне и на лестнице. Все детали можно писать гуашью, акриловыми красками, любым плотным материалом, даже сухой пастелью, наверное, сверху гуаши прекрасно пойдет. Это мелкие детали, а крупные детали восковая, масляная пастель. Это все на свете. Главное, рисуйте, пробуйте, миксуйте между собой материалы. На гуашь ложатся почти все материалы. Главное, пробуйте. Самые тонкие маленькие детали, конечно же, проще всего сделать кистью. Верхняя масса показалась недостаточно плотная, объединить вот эти два сверху темных пятна. Этим и хорош карандаш, он дает такой лессировочный полупрозрачный тон. С октября 2023 года я выпускаю 2 видео в неделю. В будний день у меня или вопрос-ответ по вашим комментариям, или же вот такого рода видео с процессом. В выходной просмотр моих работ, я пишу много, по крайней мере стараюсь писать много, но бывает у меня, конечно же, как у всех, разные периоды. Я заканчиваю сегодняшнее видео. Благодарю вас за ваше внимание. Обязательно пишите комментарии. Помимо того, что это приятно, это еще необходимо для продвижения моего канала. Вы знаете, до тех пор, пока вы что-то не скажете, я не буду этого знать. Это значит, что если вам нравится видео, говорите об этом. До встречи на моем канале.